Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня покажу вам один из самых универсальных и уютных узоров. Это простое и очень грамотное сочетание обычной лицевой глади и вот такого вот ажурного мотива. Сам узор очень спокойный, ритмичный и легкий в исполнении. Он идеально подойдет для джемперов, жилетов, топов, а также для тех случаев, когда хочется вот чего-то лаконичного, простого, но с изюминкой. Вот посмотрите, как этот мотив смотрится в готовых изделиях. Он в любом цвете, очень интересный, гармоничный, одновременно спокойный и изысканный. Для вязания такого ажурного сочетания подойдет любая гладкая пряжа, также подойдут пушистые виды пряжи. Узор можно исполнять в том виде, как я вам показывала на фото готовых изделий, в виде мотива. Также можно использовать этот узор для вертикальных проектов, где идут вот такие ажурные дорожки полностью до конца или же в шахматном порядке. Также этим узором можно оформить просто ровный край низа изделия, к примеру, низу рукавов, верх изделия, горловину или же другие элементы, которые вы увидите в своем изделии. В теплом свитере этим узором можно выделить центральную часть изделия, связав один или же полтора раппорта в высоту по центру свитера. Будет тоже очень интересно. Если же вы пустите этот ажур самостоятельно, возможно, даже без вот этих петель разделительных на шаль, вы получите изумительную, красивую и эффектную вещь. Вот так он выглядит, если вы вяжете снизу вверх. Он формирует достаточно выраженную волну. Если же вы вяжете от горловины, рисунок будет смотреться вот таким образом. К примеру, если вы хотите полностью таким ажуром связать маечку. Изнаночная сторона этого мотива выглядит вот таким вот образом. Одним словом, узор очень универсальный, и вязать его настоящее удовольствие, даже если вы не так давно начали знакомство со спицами. А теперь давайте свяжем его вместе. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 6 рядов в высоту. В схеме я указала, отдельно выделила, как вы видите, раппорт самого узора и весь мотив, который я провязала для образца. Вместе с вами я буду провязывать два раппорта узора, вот эту его часть. Покажу, как формируется край вот этот. И для этого я набрала 34 петли. 30 это 2 раппорта узора, 2 петли симметрии и 2 кромочные. Большой образец я начинала вязать изнаночной гладью, то есть установочный ряд у меня изнаночной и еще один ряд провязала изнаночными петлями. Образец, который буду провязывать вместе с вами, здесь я установочный ряд сразу провязала по рисунку, то есть 2 изнаночные, 13 лицевых, 2 изнаночные, 13 лицевых и 2 изнаночные это петли симметрии. Первый ряд кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли. Далее идет 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Это убавление можно выполнять двумя способами, и оба я вам покажу. Первый способ, это которым чаще всего пользуюсь я, простое убавление, когда петли на спице расположены классически, то есть первая дужка смотрит на меня и, подхватывая под третью петлю, вот так ввожу спицу и провязываю все эти 3 петли одной лицевой и сбрасываю. Далее 2 лицевые петли, 4 накида через лицевую, накид, лицевая, второй накид, лицевая петля, третий лицевая и четвертый накид. Далее 2 лицевые петли
и убавление 3 вместе лицевой с наклоном влево. В этом ряду я буду показывать все убавления простым способом, которым пользуюсь я. Для этого убавления петли на спице должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. Я ввожу правую спицу во все 3 петли эти и провязываю одной лицевой. Вот таким способом. Далее повторяю раппорт узора. 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, меняю расположение при необходимости и провязываю их одной лицевой петлей. Далее 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, третий накид, лицевая петля и четвертый. 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, провязываю одной лицевой петлей. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. При поворотном вязании накид провязывается открытой изнаночной петлей. При вязании по кругу все четные круги провязываются также по рисунку, накиды провязываются лицевыми. Я вместе с вами провяжу один раппорт второго ряда, покажу, как я это делаю. Далее все четные ряды будут выполняться аналогично. Итак, кромочную петлю я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые петли, 3 изнаночные, я их провязываю обычной изнаночной петлей, накид провязываю открытой изнаночной. И вот таким образом я вяжу до конца ряда изнаночную, изнаночную, накид также изнаночной петлей. Думаю, здесь сложностей возникнуть никаких не должно. Ряд провязывается очень легко. Третий ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Его можно выполнить методом протяжки. Это когда первая лицевая петля провязывается лицевой. Следующие 2 должны на спице быть расположены классически. Первая дужка смотреть на меня. Провязанная лицевая петля переносится на левую спицу и через нее перебрасываются поочередно 2 следующие петли. Так как петля эта уже провязана, она просто переносится на правую спицу. И продолжаю вязание. 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Если выполнять методом протяжки, петли должны расположены быть также открытыми, развернутыми. Вторая дужка смотреть на меня. Первые 2 петли не провязывая переношу на правую спицу, а третью петлю провязываю лицевой. Далее через нее перебрасываю не провязанные петли также поочередно, вот таким вот образом. Все, эта петля провязана и она остается на правой спице. Повторяю раппорт узора. 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Первую петлю я провязываю. Следующие 2 разворачиваю классически. Переношу на левую спицу провязанную петлю и через нее перебрасываю не провязанные 2 петли поочередно. Затем просто провязанную эту петлю переношу на правую спицу. Дальше 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, накид, лицевая, накид, лицевая петля, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я переношу первые 2 петли на правую спицу, они у меня
открыты, вторая дужка смотрит на меня, провязываю третью петлю и через нее поочередно перебрасываю вторую, а затем первую непровязанную петлю. Убавление выполнено и закончен раппорт узора. Ряд заканчиваю двумя изнаночными петлями симметрии и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочную я переношу и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я буду вязать тем способом, который мне больше подходит. Вы провязываете любым, который больше нравится вам. Накид, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. И повторяю, 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель, оно меняется в любом случае, каким бы способом вы не выполняли это убавление. Далее накид, 1 лицевая петля, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5. Накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала 2 раппорта узора. Вы вяжете то количество, которое вам нужно для изделия. А ряд поворотный заканчивается 2 изнаночными, это петли симметрии, и кромочной петлей. Вот так выглядит этот узор на данном этапе. Если вы вяжете просто ажурные дорожки, вы повторяете с 1 по 6 ряд на ту высоту, которая вам необходима. Если же хотите повторить вот такой мотив, как у меня связан, тогда вы еще 3 раза повторяете с 1 по 6 ряд. Затем будем оформлять вот эту часть. Как это делается? Кромочную я переснимаю и начинаю вязать узор. Это оформление. 17 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. А второй раппорт узора продолжаете вязать ажуром. Еще 2 повторения. В итоге получается на моем образце 3 повторения короткая дорожка и 5 повторений длинная дорожка. Итак, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким вот образом. 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала следующий раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочная. В изнаночном ряду и узор, и вот эти изнаночные петли вы провязываете по рисунку. То есть, если поворотными рядами, вот эти изнаночные петли вы провязывать будете лицевыми петлями. При поворотном же изнаночными. И тогда у вас получится 2 ряда изнаночной глади. В следующем ряду я в коротких этих ажурных дорожках буду переходить на вязание лицевой гладью. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю вязание. 2 изнаночные петли, они сохраняются. 13 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Далее 2 изнаночные. А эту дорожку продолжаю вязать по схеме ажурным узором. 3 вместе
лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 1 лицевая и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать ажурную дорожку, ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной петлей. Итак, сейчас мы провяжем последний лицевой ряд второй ажурной дорожки, и по итогу вы увидите, как выглядит переход и как выглядит начало вязания, если его формировать без изнаночной глади, а просто по рисунку. Итак, кромочную я переснимаю, далее 2 изнаночные петли, 13 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 2 изнаночные разделительные и сам ажур. 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. И ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной. Так, я на леску это перенесла, потому что вот здесь будет формироваться такая дуга красивая. И вот так будет выглядеть низ изделия без изнаночной глади по низу изделия. Вот так легко и просто формируется такой полуажурный мотив. Надеюсь, он вам понравился, и вы обязательно, если уже не успеваете связать летнюю футболку, свяжете с таким мотивом джемпер или же свитер. Всем хорошего дня и до встречи на канале!